Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю снимать видео про свою систему, состоящую из генератора EcoFlow, который работает на газе, и со своей станции EcoFlow Delta 2. В общем-то, я купил этот генератор как раз таки для зарядки этой станции. И какой большой плюс в системе EcoFlow — это то, что генератор может общаться со станцией. И если, например, у вас, скажем, дом, может быть, не подключен к электричеству, и вам нужно, чтобы ваши электроприборы работали автономно, вы можете купить комплект из этих двух устройств. И в этом случае сама станция, вы можете ее подключить на выход розеток переменного тока, выход постоянного тока к различным электроприборам. И когда, скажем, станция будет уже, у нее будет садиться батарея, то она даст сигнал генератору на включение. И генератор сам ее зарядит. То есть это открывает очень большие возможности для тех людей, кто, например, постоянно не использует эту станцию, как, например, я буду уверен в том, что генератор зарядит эту станцию, когда она будет, скажем, потерять свою емкость из-за использования аккумуляторов. Я ее опять же купил, потому что я живу в таком месте, точнее у меня дача находится в таком месте, где у нас нет электричества. У нас большой садовый кооператив, и проведение электричества, скорее всего, будет через несколько лет. И чтобы, например, мои системы безопасности, видеокамеры, сигнализация, освещение могли работать в темный период, скажем, суток, я их запитываю от электростанции Delta 2. Да, это такое временное решение. Можно было бы, конечно, сказать, что электростанция довольно маленькая, но для моих нужд этого бы достаточно. Сейчас, например, уже декабрь 2024 года, активно я на даче не живу, и в этот период особо сильно я ее не использую. Она у меня стоит для, скажем, сигнализации, для видеокамер, потому что бывали всякие случаи, когда у нас происходило из дачных домов воровство всяких вещей, и поэтому она как бы стоит на защите. Какой минус? Минус в том, что сама электростанция имеет литий-железофосфатные батареи, и, к сожалению, зимой, когда температура опускается ниже 0 градусов, эту станцию нельзя использовать, потому что если температура опустится батареи меньше нуля, и станция, скажем, сядет и даст сигнал генератору запуститься, и он начнет ее заряжать, то может батарея электростанции выйти из строя. При минусах нельзя заряжать литий железофосфатные батареи. Поэтому пока еще на улице небольшой плюс. Я повторю, сейчас декабрь 2024 года. В моем регионе еще пока плюс на улице. Плюс. Я эту станцию использую. Когда случится уже такое сильное похолодание, минус 5, может быть минус 10 или может быть даже больше, мне придется ее, конечно, забрать уже в теплый дом и оставить, скажем так, до весны. Отключу все системы безопасности, придется некоторое время побыть без них, а как только наступит более-менее теплая погода, я опять все подключу. И, наверное, вам интересно, каким образом вообще станция общается с генератором. Что это такое за специальная система связи? Все очень легко. Дело в том, что в комплекте с генератором идет в том числе и специальный провод для передачи постоянного напряжения. И вместе с этим проводом также идут отдельные как бы разъем
с контактами, чтобы сама станция Дельта 2 могла общаться с генератором. А сейчас я вам покажу этот провод. Так, вот посмотрите. Видите, это провод, если я не ошибаюсь, он называется XT150. Он подключается к станции. Здесь такой разъем. Я сейчас его открою. Вот здесь сбоку. Сейчас я его подключу и покажу, как это все выглядит. Провод очень жесткий, очень. Большая толщина кабеля. Такое ощущение, что здесь какой-то очень толстый медный кабель. И второй конец этого провода. Кабель длиной 5 метров. Я до сих пор не научился его раскручивать. Вот это большой минус. Но тем не менее, вторую часть этого кабеля мы будем ставить сюда. Здесь одна розетка. Я для простоты сейчас ее крышку уберу. Она легко снимается, ничего сложного. Покажу то же самое. Вот этот разъем на генераторе. И сейчас я на него поставлю этот же кабель. И видите, генератор сразу сам включился. То есть сейчас, в данный момент, станция Дельта 2 управляет генератором. Когда ее заряд, я в приложении на телефоне выставил такое значение, что когда заряд станции упадет меньше 30%, тогда генератор сам включится и начнет ее заряжать до тех пор, пока, скажем, она не зарядится до 90%. Как вы видите, сам генератор отработал уже 40 часов. Некоторые люди, как бы сомневались, может быть, насколько было правильно использовать масло 10В30. Но оно себя прекрасно показало. Генератор работает без проблем. Да, согласен, не так много часов, чтобы понять, насколько он будет дальше хорошо работать. Но, как я повторяю, сейчас декабрь 2024 года. Активный дачный сезон уже закончен. И мне нет смысла просто его включать, специально гонять больше. Наверное, скорее всего, ближе к весне я сниму еще дополнительное видео по его использованию, по моточасам. И тогда, смогу вам показать какую-то еще интересную, информацию. Да, и вот это вот провод, он очень сильно помогает. То есть тебе не надо запускать генератор вручную. Тебе не надо контролировать, насколько твоя станция сильно села, не будет ли там глубокого разряда. Станция прекрасно сама запускает генератор, управляет им. Можно управлять по Wi-Fi. То есть если у вас есть, например, рутер с Wi-Fi соединением, вы можете этой станцией, этим генератором управлять с любой точки мира. Если у вас нет Wi-Fi рутера, вы можете просто по Bluetooth соединению на телефоне управлять им, скажем, если вы находитесь рядом. Мне кажется, ребята из EcoFlow сделали отличный продукт. Все эти системы, которые они придумывают, различные электронные устройства, они очень прекрасно соединяются друг с другом через их приложение. И на самом деле я бы очень советовал вам тоже, если у вас нет каких-то огромных больших потребностей в электричестве, если оно вам надо время от времени, может быть, как какой-то резервный источник энергии, я бы порекомендовал вам купить и генератор EcoFlow, и зарядную станцию EcoFlow.
Можно иногда в интернете найти довольно доступные цены, когда какая-то скидка. Я, опять же, уже говорил, что сама станция я смог купить за 800 евро, и генератор я тоже смог купить за 800 евро. Были скидки, то есть весь комплект мне обошелся в 1600 евро. Я считаю, это неплохая цена для автономного электроснабжения какого-то, может быть, дачного дома, может быть, при каких-то чрезвычайных ситуациях для электроснабжения вашей квартиры или дома. И ребятам из EcoFlow большое спасибо, что они сделали такой отличный продукт. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, постараюсь ответить. Надеюсь, мои видео были для вас полезными. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.